главное надо понять, что виновата не лопата, не тяпка, а ваши слабые мышцы руки, которые всегда надо тренировать, чтобы они не боялись сельскохозяйственной работы. Итак, Юлия, в частности, у нее в заболевании есть эпикондилит правого локтевого сустава. То есть в данном случае мы имеем локтевой сустав. Травма была или что? Нет, не было вроде бы никакой травмы. Она покопалась на даче с тяпками, ляпками и так далее, граблями, лопатами и выполняла нагрузку. Работу, которую выполняете, только редко, да? То есть исключительно на даче. Да. То есть ваши мышцы не были готовы к этой работе, никаких не было переломов, никаких не было вывихов, травм. То есть чистая кожа, но болит локоть. Болят, конечно, связки локтевого сустава и сухожилия. Сам локоть целый, он сгибается, но разгибается немножко болезненно, он отечен. Можно поставить разного рода диагнозы, но эпикондилит, пожалуй, самый корректный, то есть он говорит о том, что восстановление связок локтевого сустава. Вам что больно, тянуть или что? То есть покопалась, делала какие-то скручивающие движения, мышцы локтевого сустава работали в том режиме, в котором не привыкли работать. У вас работа гуманитарная или... Да, врач. Тяжелее по эндоскопу ничего не поднимаем. И поэтому физическая работа, я всегда говорю, городские жители страдают, приезжая на дачу, от того, что начинают работать на даче, выполнять сельскохозяйственную работу несколько раз больше, чем сами колхозники, которые медленно, но верно весь год работают, у них ничего не болит. Мы же налетаем на грабли, на тяпки, начинаем копать, и потом вот локти не можем собрать. Что вы делаете вот, самостоятельно? Что вы захотели сделать? Я просто дома? разминаю. Да. Просто разминайте. То есть есть такое понятие триггерной зоны. Я тоже люблю так найти точку болезненную и ее так через боль, очень неприятно втирать ее. Я люблю, знаете, что делать? В сауне, когда сидишь, мышцы мягкие, начинаешь их потихонечку, не спеша раздавливать, буквально раздавить, потому что это спазмы. Болят только мышцы и связки. И надо найти точку, когда не бить ни в коем случае, не крутить, а слегка раздавить. Называется такая, в массаже есть такой термин, раздавливание, разминание. Можно потом приложить холодный компресс, если воспаляет сустав, отекает. Но вы должны понять, что оказывается, благодаря вот этой работе на даче, вы выявили, что у вас слабые руки. И я предлагаю для борьбы с эпикондилитом одно простое упражнение, выполняя которое вы в следующем сезоне на даче будете полностью работать и с тяпками, и с лопатами без страха. Сделаем? Да. Давайте. Эпикондилит – это воспаление, прежде всего, трехглавой мышцы плеча или трицепса, потому что он охватывает буквально весь локтевой сустав. Это не бицепс, который хорошо работает, а именно трицепс при разгибании. Предплечья тоже, мышцы предплечья могут болеть, естественно, но не в такой степени, как именно трицепс. И поэтому для того, чтобы он перестал болеть, надо его прокачать, то есть прогнать кровь. Есть упражнение на трицепс. Вот я предлагаю самый простой вариант. Встаньте на колени, на пол. Локти поставьте на край. Возьмите вот эту косичку, вот так, чтобы обхватили. Вот так. Нет, вот одну в одну руку, другую в другую. И на край поставьте. И старайтесь разгибать руки до конца. Вот. Чтобы локоть, видите, не шевелился. Еще вот. Это хват молотком позволяет включать трицепс. Это трицепсовый жим. Удобно? Да. Ну, естественно, вес можно увеличить, уменьшать, но делать это не менее 15-20 повторений. Это можно сделать с какой-то резиновым эспандером в домашних условиях. У нас специальный лечебный тренажер, где все делается красиво и грамотно. И поэтому чувствуете, как хорошо разгибаются руки. Я, если увеличу вес, вы сразу его ощутите. Но мы сейчас показываем, демонстрируем, как надо включить трицепс, чтобы избавиться от эпикондилита локтевого сустава. Ну, конечно, работают две руки, можно и одной рукой, но как бы две они братья, друзья или сестры, пусть работают одновременно. То есть локти стоят жестко, руки хватили молотком и разгибаем локоть до конца, чтобы рука была прямая. И поехали. Раз, два, ну и так 20 раз, 30 раз. Кстати, это упражнение
для женщин очень полезно. Синдром прощальный рук убирает, чтобы не было жировой ткани целлюлитной в области задней поверхности плеча. Вот такая штука. И еще момент. После упражнений при болях в руке накладывайте холодный компресс. Можно просто руку поставить под струю холодной воды несколько секунд, а потом уже разомните, разотрите так, чтобы локоть не болел.